Друзья, всем привет! Сегодня второй выпуск СПА-программ. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Там вы можете приобрести онлайн-обучение по СПА. Там как раз будут все пилинги, обертывания, медовый массаж, вакуумный массаж. Сейчас я покажу медовый массаж. Итак, мы находимся в бане. И прежде чем делать медовый массаж, я сейчас вспоминаю некоторые вопросы, которые задают при обучении. Когда делать медовый массаж, как его можно совмещать с обертыванием, нужна ли сауна перед медовым массажем. Итак, сауна перед массажем медовым не нужна. Она даже не рекомендуется. Почему? Потому что если вы собираетесь сделать истинный медовый массаж, то мед не будет липнуть. Суть медового массажа, такого классического, заключается в том, чтобы нанести мед тонким слоем и потом начать делать срывы по этому меду. Это дает хороший лифтинг, это дает очищение, то есть равно пилинг. И это дает максимальное увлажнение кожи за счет полисахаридов, которые находятся в меде. Итак. Вот у меня здесь есть мед. Он достаточно плотный. Ну, можно его перед тем, как наносить, нагреть на водяной бане, чтобы он стал жидким и лучше наносился. Можно добавить немножечко горячей воды в этот мед или пробовать тонким-тонким слоем наносить этот мед. Еще раз повторю, что сауну, всякие прогревы, инфракрасную сауну, хамамы мы перед медовым массажем не делаем. Пилинг перед классическим медовым массажем со срывами мы тоже не делаем. Почему? Потому что кожу не нужно так тщательно очищать. Медовый массаж – это равно пилинг. Двойной пилинг нам не нужен. Ты делала когда-нибудь, Ксюш, медовый массаж? Если честно, да. Ну, отлично. То есть я вот тонким слоем наношу мед, чтобы клиенту не было больно, не делаю никаких длинных выжимающих движений. Движения у меня коротенькие по медовому массажу. Его используют медовый массаж как очищение, как подтяжку, то есть как лифтинг кожи. Особенно при тех случаях, когда клиент очень сильно сбросил вес и кожный лоскут, то есть кожного лоскута осталось много, потому что кожа не так быстро подтягивается, как уходит подкожно-жировая клетчатка. Спрашивают тоже, как мужчинам делать медовый массаж со срывами, если обильный волосяной покров. Ну никак, используйте другие виды массажа. Медовый не нужно мужчинам с обильной волосяной растительностью на теле делать. Это будет как эпиляция. То есть, если нужен лифтинг, если нужен антицеллюлитный эффект, если нужно увлажнение, если нужно очищение, все это можно сделать с помощью медового массажа. И вот я даже такой густой мед нанесла и делаю легкие срывы. Не нужно делать сильные срывы. То есть такие движения можно делать уже после тщательного воздействия на кожу, небольших срывов. То есть, видите, я отрываю часть ладони. Можно это делать так, можно это делать так. Долго на одном месте мы не остаемся. Если вы хотите антицеллюлитный эффект, то мы остаемся долго на одном месте. И делаем до яркой гиперемии. Потом уходим на другое место, потом опять возвращаемся, как обычно. Все это я рассказываю более тщательно в онлайн-обучении. Также мед очень полезен для клиентов, у кого понижен иммунитет. Кто страдает бронхолегочными заболеваниями часто. Особенно
в области спины. Медовый массаж будет полезен, как вот такой перкуссионный массаж, для того, чтобы усилить отхождение мокроты при частых бронхитах. Не больно? Нет, мне не больно совсем. Но здесь достаточно тепло, и мед начинает таять. Тоже такой вопрос бывает, а что делать? Вот мед тает, и значит в помещении очень тепло. Что мы можем с этим сделать? Опять же, да, клиента не нужно разогревать перед медовым массажем, но если в помещении очень тепло, можно сделать вот такие срывы, как бы нагнетать воздух, ладошка вот в таком положении, мы нагнетаем воздух и потом делаем такой сильный срыв. Но в этот момент мы не стараемся делать сильную компрессию, рука сильно не прилипает к клиенту. То есть такой легкий срыв. Чуть коснулись, нагнетали воздух, как сказать, нагнили воздух. Ну, то есть больше воздуха, небольшой контакт и резкий срыв. И вот такие срывы, они дают меду лучше липнуть. То есть сама поверхность меда, она теряет влагу и становится более липкой. И после этого, уже после такого воздействия, когда мы нагнетаем воздух, увеличивая липкость меда, уже можно делать такие более сильные срывы. И здесь, опять же, я рекомендую зону, с которой вы работаете, обязательно фиксировать. Потому что клиент не должен сам себя фиксировать и испытывать дополнительное напряжение на массаже, чтобы зафиксировать себя. То есть вот такое вот движение, да, клиент начинает себя фиксировать из-за того, что поверхность, с которой вы работаете, начинает болтаться. То есть вот такое движение, ну, оно бессмысленно, потому что то вы в одной точке, то в другой точке. Это немножко такой дисбаланс для нервной системы. Лучше оставаться в одном месте, сделать несколько движений и спокойно перейти в другое место, фиксируя зону. И еще очень важный момент – это про аллергию на мед, потому что у меня были клиенты, у которых была аллергия на мед, когда они его употребляли внутрь. Но когда мы делали медовый массаж, аллергии не было. А были клиенты наоборот, которые мед спокойно могли употреблять, кушать его, а аллергия была при нанесении. То есть опять нужно помнить о том, чтобы спросить у клиента, есть ли у него аллергия на мед. Как она проявляется? Она проявляется такими пятнами припухшими, как будто вас покусали комары. Вот у меня было несколько клиентов с аллергией, и она у всех проявлялась одинаково. То есть такие прям пятнышки, они вспухают, как будто вас какие-то там кусали насекомые. Ну и в лучшем, конечно, варианте нужно делать аллергопробу, наносить мед на внутреннюю поверхность, предплечья вот сюда, да, или здесь наносить и смотреть, что будет происходить с клиентом. Если никаких покраснений и таких вот вспуханий, там, да, реакций никаких не будет, то тогда можно спокойно делать медовый массаж. То есть все зоны мы также прорабатываем, и животик прорабатываем. Но, например, стопы и ладошки можно проработать обычным массажем, то есть сделать какие-то массажные движения более приятные. Сколько времени уходит на медовый массаж? По-разному, в зависимости от объема
клиента. Ну, где-то 50 минут хватает, чтобы проработать все тело. Если клиент объемный, то больше. Опять же, к медовому массажу можно вот присоединять такие движения, которые вот сейчас я показываю. Да? Если мед растаял, и вы где-то в теплом помещении, можно сделать движение со срывами, потом присоединить другие ваши движения, которые вы уже знаете. Курс из медового массажа. Каждый день его, конечно, как обычный ручной массаж не стоит делать, но 2-3 раза в неделю можно делать, если это какое-то антицеллюлитное направление. Если это просто как очищение кожи, для улучшения кожного дыхания, то можно раз в неделю делать. А если это для подтяжки кожи, для антицеллюлитного эффекта, то 3 раза в неделю, чередуя с ручными массажами. То есть день медовый массаж, например, 2 дня ручной массаж, день медовый массаж, 2 дня ручной массаж. И чем вы чаще и дольше делаете массаж, тем лучше будет эффект. Ну, в антицеллюлитных методиках и в методиках лечебных в основном так всегда. Это такая классическая схема. Друзья, прощаюсь с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт, приобретайте обучение. Приходите ко мне на массаж, в мою студию, до массаж. Все ссылки будут под видео. Нажимаете слово «Еще», и там будет вся информация. Всего пока. Смотри, мне сейчас сюда прыгать надо на одной ноге. Нет. Или Можно на двух. так. Попробуем. Да слушай, можно наступить на пол, ничего страшного, одной ногой. Я кушетку Да ладно, подвину. вам потом отмывать. Ничего, я помою, ничего страшного в этом нету. Ну ты прям вообще йога. Ага. Водичку включай, чтобы там, смотри, как тебе будет. Ага. Вот сюда горячая, туда холодная. Сейчас кушетку подвину. Угу, все. Думал, у тебя во мне рука тоже в меде.